Привет! Вы на канале Django School. Меня зовут Михаил, и это первый урок из курса по Django REST Framework. В курсе мы с вами реализуем API для нашего проекта Django Movie. Данный курс будет построен на архитектуре проекта, который мы разрабатывали в прошлом курсе. Если вы не видели данный курс, советую посмотреть, ссылка будет в описании. Также, если вы только начинающий и не умеете работать с Django, также советую посмотреть предыдущий курс. В этом уроке мы создадим и настроим проект Django. Я уже создал виртуальное окружение и подключил его. Если вы не знаете, как это делать, ссылочка на видео также будет в описании. Переходим в проект, открываем консоль и выполняем следующие команды. Устанавливаем Django, pip install Django. Далее устанавливаем сразу Pillow и устанавливаем Django REST Framework. Pip install Django REST Framework. Теперь создадим проект Django. Django Admin, Start Project и имя проекта Django Movie. У нас появилась новая директория с нашим проектом Django. Перейдем в файл Settings и в Installed Apps пропишем REST Framework. Далее перейдем в файл URLs и здесь подключим URL для работы с нашим Django REST Framework, чтобы мы могли проверять, тестировать наши API через веб-интерфейс. Портируем include. Таким образом мы подключили URL для нашего REST Framework. Также мы будем работать с базой данных Postgres. Для начала создадим базу данных. У вас должен быть установлен сам Postgres. Как это сделать, вы можете найти на официальном сайте Postgres. Запускаем pg-admin. Вводим пароль, который вы установили, или по умолчанию 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее переходим в сервера, localhost, database. И здесь создадим новую базу данных. Назовем ее Django Movie или просто Movie. Пользователя я оставлю своего Postgres. Сохраняем. База создана. Возвращаемся в Django и в Settings, Databases. Давайте пропишем наши настройки для Postgres. Engine у нас будет Backend Postgres. Для этого нам нужно установить TypeCop 2. Давайте так и сделаем. Если вы работаете в Windows, вам нужно просто установить данную библиотеку. Если вы работаете в Linux, то нужно дописать приставку binary. Итак, pip install. Наша библиотечка binary. Это драйвер для работы с базой данных Postgres. Name. Нам нужно прописать имя нашей базы данных. В моем случае это movie. Name Postgres. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оставляем localhost и порт 5432, если вы его не меняете. Теперь давайте сделаем миграции. Перейдем в нашу директорию Django Movie. Python manager.py migrate. У нас выполнились миграции. Теперь давайте создадим суперпользователя. Create superuser. Даем имя. Email. Можно пропустить. Пароль. Повторяем 2 раза. Если вы видите, что пароль не вводится, это такая защита. На самом деле он вводится. Так как у меня пароль похож на имя пользователя, выдается данное сообщение, я соглашаюсь. Давайте в нашем проекте мы сразу создадим директорию медиа. Теперь давайте пропишем настройки для нашего медиа. Media URL будет у нас
Media, Media Root, OS, Pass, Join. Здесь указываем BaseDir, наш корневой каталог проекта, директория медиа. Отлично. И давайте в URL пропишем настройки для нашего медиа. Импортируем Settings. Из Django Conf Settings. И Static. Из Django Conf URL Static. И подключаем наш медиа и Media Root. Если дебаг режим будет включен, данные файлы медиа будет обрабатывать наш Django. Давайте запустим сервер и проверим, что у нас все работает. Давайте перейдем по URL API Auth. Здесь мы можем перейти на логин. Отлично. Нас встречает REST Framework. Залогиниться и попадаем на страницу аккаунта. Теперь давайте перейдем в административную панель. Административная панель также работает. На этом установка и настройка проекта для Django REST Framework закончена. Подписывайся на канал и оставляй свои комментарии. Увидимся в следующем уроке.